Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. В этом видео речь пойдет о том, как формировать огурцы. Как осуществляется формирование, ослепление и посынкование огурцов в теплице и открытом грунте. Также я затрону вопрос, нужно ли удалять первые цветы у огурцов, какие листья у огурцов никогда не следует удалять, что значит партенокарпический самоопыляемый сорт огурцов, как выращивать огурцы в один стебель, и нужно ли обрывать нижние листья у огурцов, и зачем обрывать первые огурцы. Немного остановимся также на том, как посынковать огурцы. Но конкретно по сынкованию огурцов, я думаю, посвящу отдельное видео, немного позже, как только у огурцов на моей грядке начнут отрастать пасынки, первые боковые побеги или плетик, как их еще называют. От того, как вы сформируете огурцы на шпалере или на грядке в открытом грунте или в неотапливаемой теплице, зависит, насколько большой и ранний урожай вы сможете получить. Огурец – очень благодарное растение. Он практически каждый день делится своими плодами, дарит нам свой урожай. Надо только научиться правильно формировать огурцы уже на первом этапе вегетации растения, примерно через 2 недели после высадки рассады в грунт, как только растение начало развитие лианы или основного стебля. Большая часть огородников привыкла выращивать огурцы в открытом грунте и позволять им естественно занимать отведенные грядки, расползаясь по земле. В таком случае формирование растений практически не делают. И зря. Но об этом поговорим позже. Огурец – прожорливый овощ из семейства тыквенных. Он требует регулярной подкормки и практически ежедневного полива. Если вы разрешите ему свободно располагаться на отведенной площади грядки, полив и подкормка будут затруднены. Да и всевозможные гнили, которые обитают во влажном грунте, не дадут покоя вашим огурцам. Поэтому, несомненно, лучше выращивать и формировать огурцы на шпалере, формируя ряды огурцов вертикально или подвязывая каждый стебель огурца шпагатом. По мере роста подвязанного огурца верхушка стебля растения все равно остается свободной, но вручную надо постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата. Это довольно несложное занятие, каждому по плечу. Как правильно формировать куст огурца? Как только вы установили опоры и подвязали каждый куст огурца при помощи шпагата, самое время заняться формированием, прищипыванием и ослеплением огурцов. Первым делом надо удалить 3 нижних листа. Некоторые огородники удаляют и 5, но я считаю, что это многовато. Так вы теряете минимум по 2 огурца на каждом растении. Удалять 5 листов, на мой взгляд, имеет смысл, если вы живете в климатической зоне с плохо прогревающимся грунтом. Так, убрав затенение от листьев, вы дадите почве прогреться быстрее. Удаляйте листья не у основания стебля, а полностью оставляя черенок листа. Так вы предотвратите повреждение стеблей огурцов и, как следствие, возникновение гнилей на влажном и сочном огуречном стебле. Как видите, в пазухах каждого листа на огурце имеются цветы. Если речь идет о нижних листьях, то в их пазухах будут самые первые цветы огурца. Нужно ли удалять эти первые цветы у огурцов? Ответ однозначный. Конечно, да. Эти цветы со временем превращаются в плоды, а развитие завязи ослабляет растение и замедляет его рост. Если хотите, чтобы плодоношение ваших огурцов длилось минимум 2 месяца, дайте растению хорошо подрасти и окрепнуть без раннего потомства. Одновременно кормить огурчики плоды и развивать зеленую массу маленькому огуречному растению не вполне под силу. Это довольно сложно. Скорее всего, с такой задачей огурцу не справиться. Завяжет пару плодов и засохнет. Думаю, с такой картиной вы встречались. Сколько первых цветов у огурца удалить? Ослепление, так называется эта операция у огурцов. Надо делать возле каждого удаленного снизу листа. 3 листа удалили, 3 первых цветка ослепили. Или 3 завязи, если вдруг не успели сделать это с цветами, то тоже сняли. Но даже если вы эти цветы не ослепите, будущим плодам в нижней части стебля огурца просто неоткуда будет брать питательные вещества, ведь удалены листья, которые должны были их питать. Значит, зависть засохнет сама собой.
Теперь внимание! Никогда не обламывайте этот лист. Какой лист, спросите вы? Лист, который кормит ваш огурец, благодаря которому огурец растет. Огурцы завязываются в пазухах листьев, они питаются от листьев, причем у каждого огурца есть свой собственный лист. Вот посмотрите, удалив этот лист, вы просто-напросто лишаете плода питания. Никогда не делайте этого. Удалять можно только те листья, которые уже, что называется, откормили свои огурчики. То есть вы эти огурцы уже собрали. Теперь поговорим о самоопыляемых и партенокарпических сортах огурцов. Пчелоопыляемые или самоопыляющиеся огурцы имеют полноценные цветочные органы размножения. В одном цветке такого огурца есть и пестик, и тычинка. Плоды такой огурец завязывает с семенами. Что такое партенокарпический сорт огурцов? Партенокарпические огурцы имеют так называемый женский тип цветка, то есть в нем отсутствует пестик. Цветок неполноценен, он не продуцирует семена. Такие огурцы образуют плоды без опыления. В плодах, вы можете сами в этом убедиться, отсутствуют семена. Как правильно прищипывать партенокарпические огурцы? Партенокарпические сорта огурцов образуют основную массу женских цветов именно на главном стебле. Поэтому такие растения не нуждаются в прищипывании главного побега над пятым-шестым листом, как это обычно делают у самоопыляющихся огурцов. Но первые настоящие 3 листа надо все-таки удалить, а в их пазухах повыщипывать побеги и цветки. Так растение быстрее пойдет в рост. Как правильно прищипывать самоопыляемые огурцы? В начале вегетации, когда растение только-только набирает рост, у пчелоопыляемых или самоопыляемых огурцов тоже надо ослепить нижних 3 листа, оставив только их черенки, а также удалить первые 3 цветка, сформировавшиеся в пазухах листьев, которые вы удалили. Может быть, что самоопыляемый огурец уже в этих же пазухах сформировал и пасынки, боковые побеги, что очень характерно для таких сортов огурцов. Что следует сделать с такими пасынками? Позволяйте самоопыляемым огурцам заводить боковые побеги только после 5-6 листа, не раньше. Если пасынки будут ниже, они будут угнетать рост основного стебля. Образовавшиеся боковые побеги выше 5-6 листа у самоопыляемых огурцов оставляют, но длиной всего до 20 см, и верхушки у них прищипывают. Проще говоря, на боковых побегах выращивайте по 1-2 огурца с их спутниками, кормящими листьями. Остальное удаляйте. В конце видео остановлюсь на том, обязательны ли все-таки эти процедуры и обязательно ли удалять нижние листья у огурцов. Скажу так, все эти манипуляции – это следствие многолетнего опыта, накопленного огородниками, которые стремятся получить как можно больше урожая огурцов. Если вы не гонитесь за урожаем, можете не формировать этот куст огурцов, а оставить все как есть. Пусть растение растет, как хочет. Однако нижние листья на стебле огурца, если вы выращиваете огурцы на шпалерах или с подвязыванием, все-таки удалите. Так вы обезопасите растения от грибковых заболеваний, которые развиваются при контакте с почвой. Формирование кустов огурцов, ослепление, удаление листьев, посынкование старайтесь проводить в первой половине дня, чтобы к концу дня раны на растениях могли немного присохнуть и затянуться. Во второй половине дня обработайте сформированные огурцы и почву вокруг них фунгицидами для предотвращения развития грибковых заболеваний. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, еще кому-нибудь сейчас важно знать, как формировать огурцы и нужно ли удалять листья и первые цветки, и как посынковать побеги на молодых растениях огурцов. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!